Сегодня на канале Mazes Knitting мы свяжем теплую шапочку для малышей от 3 до 6 месяцев очень красивым узором и дадим расчет на другие размеры. Также мы покажем, как связать вот такие ушки, подклад и сделать красивый помпон. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Для шапочки нам понадобится 2 моточка пряжи Alize Baby Wool и 1 моточек на помпон и подклад. В 50 граммах здесь 175 метров. В составе 40% шерсти, 40 акрила и 20% бамбук. Нам понадобятся круговые спицы номер 3,5 для вязания резинки и номер 4 для вязания самой шапочки. Вязание у нас будет круговую, без шва. Также нам понадобятся вот такие чулочные спицы для закрытия макушки, маркер, чтобы отмечать начало ряда, и вот такая иголочка с широким ушком для того, чтобы собрать петли на макушке. Для того, чтобы сделать правильный расчет петель, вяжем образец из 10 сантиметров и слегка его растягивая замеряем, сколько там петель. У нас это 22 петли. Теперь полученное количество петель разделим на 10 и узнаем, сколько в 1 сантиметре петель. У нас это 2 и 2. Теперь это количество петель умножаем на окружность головы. У нас это 42 сантиметра. 42 умножить на 2 и 2 получается 92 и 4. Округляем до 93 петель. Если вы вяжете более плотно, то от этого числа вам нужно отнять еще 10%, а если у вас вязка более свободная, то тогда 15%. Так получается, что нам нужно набрать 84 петли плюс 1 петля для замыкания в круг. Весь узор у нас должен быть кратен 6. Общее количество петель у нас должно делиться на 6. И у нас как раз 84 делится на 6. И 1 петля у нас остается для замыкания петель в круг. Она у нас сократится в первом ряду. И теперь приступаем к вязанию. Вяжем в 2 нити, поэтому одну ниточку достаем снаружи клубка, а другую вынимаем из серединки и соединяем вместе концы нитей. Отмеряем свободный конец нити для набора петель и ниточку берем в левую руку. Ниточку надеваем на пальцы вот таким образом, спицу кладем сверху, подхватываем снизу и продеваем вот в эту петлю. И затем затягиваем сразу 2 петли. Сильно не затягивайте, чтобы наборный край, то есть край шапочки, был эластичным. И таким образом набираем нужное вам количество петель. У нас это 85 петель. Когда все петли будут набраны, разравниваем их на спицы, чтобы они не перекрутились, и будем соединять их в круг. Для этого петельку с левой спицы перекидываем на правую сторону, протянем через нее крайнюю петлю и снимем. И теперь ниточку затягиваем. Так мы соединили первый ряд, и 1 петелька у нас сократилась. Теперь мы устанавливаем маркер и начинаем вязать первый ряд. Будем вязать резинкой 1 на 1, лицевая. Подтягиваем ниточку и изнаночная. И снова лицевая и изнаночная. Так чередуем петли. Еще раз вяжем лицевая и изнаночная. Повторяем лицевая и изнаночная. Таким образом мы вяжем до конца ряда, пока не дойдем до маркера. Провязали первый ряд, и теперь маркер перекидываем на правую спицу. Для того, чтобы у нас была красивая резинка, все лицевые петли далее мы будем провязывать за переднюю стеночку, а изнаночные за заднюю. Таким образом, лицевые петли с обратной стороны на отвороте у нас не будут перекрученными.
Чередуем лицевая и изнаночная. Резинкой 1 на 1 мы провязываем с вами на нужную нам высоту отворота. Мы провязали 9 сантиметров резинкой 1 на 1. И отворот у нас будет примерно 5 сантиметров. Далее спицами номер 4 вяжем основной узор шапочки. Для этого берем спицу номер 4 и провязываем на нее первый ряд основного узора, который состоит из 3 лицевых и 3 изнаночных. Итак, 1, 2, 3 лицевые и 1, 2, 3 изнаночные. Так чередуем 1, 2, 3 лицевые петли и 1, 2, 3 изнаночные. Продолжаем до конца ряда. 3 лицевые, 3 изнаночные. Провязали первый ряд основного узора и теперь переснимаем маркер. И таких рядов нам еще нужно провязать 3. То есть вяжем дальше по рисунку 3 лицевые и 3 изнаночные. 1, 2 и 3. 3 лицевые и 3 изнаночные. И таких рядов у нас должно получиться всего 4. Провязали мы 4 ряда, пересняли маркер и следующий ряд вяжем таким образом. Вот у нас 3 лицевые петли и в среднюю лицевую петлю отсчитываем вниз от средней петли вниз 4 петельки, 4 дырочки. 1, 2, 3 и 4. В 4-ю дырочку продеваем спицу и провязываем в нее петлю. Вытягиваем рабочую нить. И затем провязываем лицевые петли. 1, 2, 3. И теперь снова в эту же дырочку провязываем и вытягиваем еще одну петельку, так, чтобы они были симметричны. И дальше провязываем 3 изнаночные петли. 1, 2 и 3. Это мы провязали 1 раппорт. Дальше узор повторяем. В среднюю лицевую петлю, то есть в 4-ю дырочку под ней, мы провязываем 1 большую петлю, затем провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. И теперь петельки немножко присобираем, чтобы нам удобно было занырнуть снова в эту же дырочку, 4-ю снизу. Провязываем еще 1 длинную петлю. Смотрим, чтобы натяжение в длинных петлях было одинаковое, более свободное. И снова провязываем 3 изнаночные петли. Провязали 3 изнаночных и дальше повторяем узор до конца этого ряда. Довязали 5-й ряд основного узора, и в 6-м ряду мы будем вот эти вытянутые петли переснимать, не провязывая. Снимаем петельку, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3. И эту вытянутую петлю просто переснимаем. Затем провязываем 3 изнаночные. 1, 2 и 3. Далее продолжаем также. Переснимаем, 3 лицевые провязываем. И эту петельку снова переснимаем. Дальше провязываем 3 изнаночные. Так продолжаем до конца 6-го ряда. И встречаемся в 7-м ряду. Вяжем 7-й ряд.
Здесь нам необходимо первую петельку провязать с наклоном вправо. Для этого мы ее переснимаем вот так и провязываем вместе с лицевой. Вяжем за заднюю стеночку, затем лицевую. И вот эту петлю провязываем вместе с лицевой с наклоном влево, не переснимая. Дальше провязываем 3 изнаночные. 1, 2, 3. И теперь повторяем узор. Переснимаем петлю и провязываем ее вместе с лицевой за заднюю стеночку с наклоном вправо. Теперь лицевая и вместе лицевой с наклоном влево, не переснимая. И снова 3 изнаночные. Продолжаем также до конца ряда. Восьмой, а за ним и 9 ряд мы будем провязывать по рисунку. 3 лицевые провязываем, 3 изнаночные. И снова 3 лицевые, 3 изнаночные. И так провязываем 2 ряда. Мы провязали 9 рядов, и теперь 10 ряд мы вяжем как 5. То есть в среднюю петельку лицевую вниз отсчитываем 4 дырочки, в 4 мы провязываем длинную петлю, вытягиваем ее. Теперь провязываем 3 лицевых и снова в эту же дырочку в 4 петлю снизу провязываем еще одну длинную вытянутую петлю. И теперь нам нужно провязать 3 изнаночные. 1, 2 и 3. Таким образом мы вяжем до конца ряда. А также повторяем ряды с 5 по 9, формируя наш узор. Провязали примерно 21 сантиметр от начала вязания. И теперь приступаем к убавлению петель макушки. Здесь у нас закончился 7 ряд узора на 3 изнаночных. И вяжем первый ряд убавления петель. Переснимаем маркер, провязываем 3 лицевые петли. Изнаночные петли сначала переснимаем на другую спицу и разворачиваем их, надеваем обратно и провязываем вместе одной изнаночной петлей. Так у нас сократились 2 петельки. Следующие петли провязываем аналогично. 3 лицевые, 1, 2, 3. Изнаночные петли переснимаем, разворачиваем их в другую сторону. И снова одеваем на спицу и провязываем одной изнаночной. Таким образом вяжем до конца этого ряда. Второй ряд убавления петель вяжем по рисунку. 3 лицевые, 1 изнаночная. Третий ряд убавок провязываем следующим образом. Переснимаем маркер, 2 лицевые петли провязываем вместе лицевой петлей, а следующую 3-ю лицевую петлю переснимаем ее вот так, разворачиваем и провязываем ее вместе с изнаночной лицевой петлей. Таким образом дальше сокращаем петли. Первые 2 лицевые провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку. Следующую лицевую переснимаем, переворачиваем ее на другую сторону и провязываем ее лицевой вместе с изнаночной.
Итак, провязываем весь третий ряд убавок. Теперь нам нужно переснять вязание на 3 чулочные спицы, приблизительно разделив петли на 3 части. И провязываем пару рядов просто лицевыми петлями, без убавок. Теперь, когда мы провязали 2 ряда без убавок, нам нужно собрать петли макушки. Для этого ниточку обрезаем и затягиваем ее в иголку с широким ушком. Теперь иголочку протягиваем в каждую оставшуюся петлю. Заканчиваем собирать петли и ниточку постепенно затягиваем до тех пор, пока отверстие на макушке полностью не затянется. Можно еще дополнительно продеть иголку по второму кругу, для того чтобы получше закрепить нить. Ниточку продеваем на изнаночную сторону и завязываем узелок. Теперь обрезаем нить и хвостики завязываем. Эту ниточку тоже прячем, продеваем в иголку и прячем между петельками шапочки. Все лишние хвостики обрезаем. Вот такая шапочка у нас получилась. Как вязать ушки и подклад для этой шапочки мы покажем в следующей части нашего мастер-класса.